now in this continuum of sanctification Наше очередное занятие серии «Освящение» is where Christendom is deceived. называется «Где обманывается христианство». Now you need to listen very closely to me. Поэтому слушайте внимательно. This isn't the easiest lesson to teach. Потому что это один из самых нелегких занятий, которые будут преподавать. But I don't think there's any more important. Но я думаю, что по важности, а подобному ему нет. Perhaps the greatest failure in Christianity Возможно, одна из самых больших ошибок в христианстве is the failure to make the discrimination with which we're concerned. Заключается в том, что мы порой не проводим разделения четкого. That is to show the difference between mysticism and spirituality. В чем же состоит разница между мистицизмом и духовностью? This is one of the great failures of Christianity. И вот когда разница не проводится, там и получается одна из самых крупных ошибок в христианстве. It's not only here, but in the world. Она происходит не только здесь, среди народа Божьего, но и вообще в мире. The world is mistaken as well as Christianity deceived. Мир заблуждается точно так же, как и заблуждаются христиане. In their inability to discriminate. И в неспособности различить Between what we call mysticism между тем, что мы называем мистицизмом, и тем, что мы называем христианством. Now, when we speak of Cain, we say the way of Cain. Когда мы говорим о Каине, мы говорим путь Каинов. And we're quick to recall Cain's act of murder. И мы, когда говорим о нем, нам тут же припоминается его убийство. Murder born out of jealousy and malice. Убийство, которое было рождено просто завистью и какими-то злыми намерениями. But there's another side to remember. Но есть еще другая сторона, которую тоже нужно помнить. And we must be fair to Cain, or we miss the whole point. И мы должны быть честны по отношению к Каину, иначе мы упустим всю суть. Cain did not exclude or ignore God. Каин ни в коем случае не исключал и не игнорировал Бога. He acknowledged God. Он почитал Его. He built an altar. Он признавал Его, он даже построил Богу жертвенник. Cain worshiped with his whole aesthetic sense. Каин поклонялся Господу со всеми своими чувствами, со всей полнотой. And Cain murdered his brother. И он убил брата. Christendom is largely constituted by this sense. Христианство в большей части определяется именно в таком смысле. Are you listening to me? Вы слышите? I'm going to tell you something. Я вам сейчас что-то скажу, That's the greatest deception. что является одним из самых больших заблуждений. Christianity is largely constituted by this aesthetic sense. Потому что в большей части христианство и представлено вот такого рода подходом. It's architecture. Как по архитектуре, It's ritual. по ритуалу, It's music. по музыке, It's adornment. по какому-то масштабу. It's lighting or lack of Это it. сколько света там или сколько It's его tone. нет. Какой там тон во всем It's этом. atmosphere. Какая атмосфера при It's всем этом. vestments. Какие были внесены в это This средства. constitutes religion. То есть все вот эти понятия, которые я назвал, они для большинства людей составляют религию. But Cain did not get through to God. Каин не добился Бога. And neither did the Jew. И иудеи точно так же. All religions То have есть this soulish feature in common. А все, что я имею в виду, это то, что религия, она всегда обладает какими-то определенными душевными качествами. And it's right here that the fatal blunder has been made by many religious people И именно здесь и совершается одна из самых фатальных ошибок религиозников, who contend that because other religions are devout and sincere, которые считают, что только потому, что другие религии не являются настолько that they искренними, should not be interfered with, они думают, что не стоит им мешать. but that the good in them should be recognized and accepted. И они думают, что поскольку другие религии достаточно искренне, возможно, поклоняются, то мы должны с снисхождением подходить к ним. Now, simplicity may give God a chance, Возможно, простота дает Богу шанс, but it's not spiritual. но это не обозначает, что она духовна. My wife and I were in Mexico City preaching. Однажды мы с женой проповедовали в Мексике, Mexico is 99% Roman Catholic. в городе Мексика. И там около 90% католиков, 95%. There in Mexico City, И в этом городе they have a Catholic cathedral built on an old volcanic ash heap. есть одна католическая церковь, которая построена на And it's вулкане. slowly sinking.
И значит, из-за того, что построен на вулкане, храм начал постепенно It's наклоняться. tilted down. То есть он начал склоняться и пошел на крен. And we went out there to see that. И мы пошли посмотреть, как это здание рушится. And they built a new cathedral over by it. Они взяли, построили новый храм рядышком. And there were a lot of people in there. И там много людей собралось. So we went and looked in. Мы пошли, заглянули туда. And there are hundreds of wonderful Mexican И people там были сотни мексиканцев on their knees, на коленях. weeping from the heart, Они рыдали от чистого сердца. saying the rosary, Они перебирали свои четки. crawling toward the Virgin Mary И statue. они ползли на коленях к изображению Девы Марии. Who can say they're not sincere? Кто может сказать, что они не искренни? And who can say they're not having some kind of experience? Кто может сказать, что они там не переживают какого-то духовного But it's idolatry. переживания? Но несмотря на всю эту искренность, это идолопоклонство, это неправильно, это нечестно. But it's right here where Christendom Но is вот deceived. христианство очень часто ошибается именно на этом, потому что критерием верности берет искренность. How near to the truth in perception and interpretation can the mystical go? Насколько близко мистицизм может подойти к понятию истины? What wonderful things can the imagination see? Ну что такое замечательное может увидеть наше воображение? Even in the Bible. Даже в Библии. What thrills of awe, amazement, ecstasy. Представляете, какие все эти... можно представить, какой экстаз, какой можно увидеть восторг, или надумать множество других чувств, Can be shot to an audience or congregation by a master soul. которые можно вызвать в аудитории благодаря просто умелому использованию слова. But it all may be a false world. Но все может быть просто ложным. And no divine eternal issues. И ничего вечного в этом не будет. What an artificial world we live in. В каком мы мире живем? Он искусственный. But the tragedy Но is трагедия that this melodrama, состоит в том, что подобная мелодрама the tragedy is that it's real life to so many people. заключается в том, что такое оказывается просто реальностью для многих людей. The soul world is a devil's imitation. Потому что душевный мир – это подражание дьявола. How the devil must laugh behind that mask. И я уверен, что при происходящем дьявол просто стоит сзади и хохочет. Oh, for the reality of the eternal. И он думает, что вот я даю все это, а люди думают, что это вечное. While a cultured soul with a keen sense of the beautiful and sublime Потому что такая, там, скажем, обихоженная душа, is preferable to a sordid one, so as the world is concerned, она более предпочитается с мирской точки зрения. it's not necessarily a fact that such has a personal living knowledge of God. Или не столь важно, обладает человек познанием живого Бога или нет. Самое главное, что душа у него обихоженная. The soul realm is a complex and dangerous one, И вот этот душевный уровень, он очень запутанный и он очень опасен. and can take people out of their depths. И он может человека просто вывернуть наизнанку из глубины его. But then it'll land them in a moral, mental, and physical ruin with all hope И gone. потом человек окажется просто на руинах и на развалинах, абсолютно безнадежным. I saw preachers Я видел проповедников, orchestrate a congregation like they would like a musician. которые управляли своей паствой как дирижер, They'd take their money, которые просто оркестрировали толпой. that Они master собирали soul, деньги, вот они с таким вот умением красноречия playing on the sense of the aesthetic, настолько играли на чувствах. can orchestrate a people. Они настолько могли вот соркестрировать все But это. when it's over, Но когда все это it закончится, leaves them empty. люди оставались просто And пустыми, они оставались сокрушенными после всего As the этого. soul is a trinity of reason, affection, and volition, Когда душа представляет собой три единства, это мышление, это волеизъявление, и это подчинение. so is the spirit a trinity. Дух тоже представляет собой три единства. Its attributes are conscience, Это сознание, communion, далее общение and intuition. и интуиция. When Adam sinned, Когда Адам согрешил, he did so as what seemed to him as sound and right argument and reason, он поступил так, как ему подсказывало его мышление. and a judgment of what was good and desirable. И он посудил, отталкиваясь от того, что было желанно и что было хорошо. And the conscience which accused him И
совесть, которая, по сути дела, обличила его, and caused him to make excuse, которая потом заставила его оправдываться, could not restore him to не God's faith, могла, тем не менее, восстановить Божье благоволение для него. but forever kept God in his consciousness. Но, тем не менее, в совести своей он все равно сохранил Бога. Now we're not saying that the human conscience is infallible. Итак, мы не говорим о том, что человеческая совесть безгрешна. We're not saying it's always right, Мы не because it's говорим о certainly том, not. что человеческая совесть всегда права, потому что, естественно, это не так. Because we can have a sense of right and wrong, which is altogether false. Потому что, да, мы можем обладать чувством правильного и неправильного, но где гарантия того, что оно не окажется And Satan can play tricks with the conscience. не окажется неправильным. И сатана тоже может выделывать всякие трюки с сознанием. But I'm only pointing out what conscience is as an attribute of the Spirit. То, что я говорю, я указываю о том, что совесть, оно присуще Духу. Это как бы свойство Духа. Christ is God's perfect standard for conscience, Христос представляет собой Божий образец совести. and union with Christ В союзе со Христом is the only ground of life in the Spirit. мы можем найти единственную почву под ногами для духовной жизни. So with the whole human spirit, Посему дух человека в целом, conscience must be quickened from above. для того, чтобы он функционировал правильно, совесть, она как бы должна быть ожествлена свыше. Our spirit is the organ of spiritual knowledge, Он представляет собой как бы орган духовного знания. and spiritual knowledge А духовное знание, is very different from natural or soul. оно очень сильно отличается от естественного знания или от душевного знания. Now, intuition is that Интуиция faculty of spiritual – это intelligence качество духовного знания, by which all spiritual beings work. по которому действуют все духовные существа. Angels serve the will of God by an intuition Смотрите, discernment. ангелы, допустим, исполняют волю Божью, опираясь на интуитивное развлечение. And the only spiritual knowledge that is of any value for ourselves И or for others единственное духовное знание, которое обладает какой-либо ценностью для себя или для других, is that knowledge we have by revelation of the это Holy то Spirit знание, которое мы обретаем благодаря откровению Святого Духа, within our own spirit. которое приходит в наш собственный дух. Christianity Христианство is a revelation or it is nothing. – это или откровение, или это вообще ничто. Now the Apostle Paul makes it very clear И апостол Павел делает это очень ясным. that the secret of И everything in говорит his life очень and ясно, service что секретом ко всему в его жизни, в его служении was the fact he received that revelation, that gospel by был revelation. тот факт, что благую весть он получил откровением. So the new birth Посему новое рождение, brings with it new capacities of every kind. оно придает нам новые способности всякого разного рода. And among these И среди них is the new and different faculty of divine knowledge. мы получаем различные новые качества духовного порядка и новые способности духовного порядка. Now the function of the human intellect Функция человеческого интеллекта is to give spiritual things intelligent form состоит в том, чтобы духовным вещам придавать какую-то умственную, правильную интеллектуальную форму, for ourselves and for others. чтобы это было приемлемо для нас и для других. And one of the chief lessons that we have to learn, И один из главных уроков, который мы должны выучить, and a lesson which God takes great pain to teach us, урок, который Господь очень терпеливо преподает нам, is that spiritual ends demand spiritual means. заключается в том, что духовные цели требуют для своего исполнения только духовных средств. How important it is Насколько важно для нас that every fresh undertaking in work for God то, чтобы всякое новое дерзновение в исполнении какой-то работы Божьей should come by revelation to those people chosen for that work. приходило именно через откровение для тех людей, которые избраны на эту работу. It's a very difficult, Очень сложно. indeed a crucifixion, На самом деле это сложно, потому что это распятие. for the natural man to do nothing Для того, чтобы естественный человек ничего не знал, для того, чтобы он ничего не имел, and especially know и nothing. для того, чтобы он еще при этом ничего не знал. That's the most difficult place for him to И die. это самое сложное место для смерти ветхого человека. The utter emptying of all self-resource Потому что конечное опустошение всех моих собственных ресурсов is the only way we can have all the things of это God. единственный способ, единственный путь, по которому я могу получить полноту Божью. So God's special concern Поэтому Бог особо беспокоен is with the spirit in the believer. о том, что же за дух в верующем.
One of our lessons on the Holy Spirit, На одном из наших занятий по Святому Духу we dealt with the fact that the Spirit is imperative. мы говорили о том, что Дух — это необходимость. God's quest is for sons of the Spirit. Бог требует сынов Духа. There's a sonship of God by creation on the basis of law. И существует сыновство Божие, которое основывается на законе, But by the fall, the going away, на сотворении закона. or the deviating of all divine purposes and possibilities, Но из-за грехопадения, из-за того, что произошел отход от всех божественных определений и Божьих that предназначений, sonship by law broke down, это сыновство по закону было нарушено. and that relationship is no longer of value. И отныне это отношение больше не имеет никакой ценности. So the Spirit begins its Посему operation Дух начинает свое действие. in the realm of death and distance, И он начинает свое действие в работе над смертью. in his convicting of sin against heaven. И он обличает грешника, потому что тот противится небесному порядку. And the spirit of man being the place of the new birth, И духовный человек, вернее, дух человека, становясь местом рождения нового творения, and the seed of this only true sonship он обретает семя истинного сыновства. is therefore the new man. И это семя рассчитано на рождение нового человека. So those who by being Посему born те, anew которые рождаются свыше, have become little children, according to Matthew 18 and 3, они становятся в соответствии с Матфеем 18 главой 3 стихом малыми детьми. or according to Paul in 1 Corinthians 3 and 1, Или в соответствии с 1 Коринфянам 3 глава 1 стих по утверждениям Павла. they are babes in spiritual things. Они младенцы в духовном. Such have to learn a new kind of knowledge Это те, которым присущи, которым необходимо изучить новые and знания. have to live by a new life. Им нужно жить новой жизнью. And we have to learn that our life, our natural И life, мы должны знать, что наша жизнь, наша естественная жизнь cannot do God's will, не может исполнить Божью волю. cannot live as God Она requires, не может жить так, как Бог and it требует. cannot do God's И work. она не может исполнять Божью работу. And God has always drawn a very broad line И Бог всегда проводил четкую линию between natural life and power on one hand, между естественным разумом и силой с одной стороны and by His Spirit on the other. и духом с другой. The newborn babe Новорожденный младенец has to learn a new walk in the Spirit that's должен different учиться, from nature. как ходить в духе, отлично от естественного. And the nature of this walk И сущностью этого хождения в духе is that reason, feeling, and natural choice заключается умение размышлять, умение принимать выбор и умение чувствовать. are no longer the directive laws or criteria of the spiritual man. Вот эти качества, которые присущи естественному человеку, они больше не являются критерием, на который может опираться духовный человек. Reason would dictate a certain course. Потому что, естественно, мышление нормальное, оно будет диктовать один Our курс. own affections Наши какие-то личные привязанности, would urge in a certain direction. они будут направлять нас в определенном направлении. The will would seek to fulfill these judgments and desires. Воля будет искать исполнение тех или иных каких-то желаний. So to learn to walk in the Spirit Потому что, посему, для того, чтобы научиться ходить в духе, is the life lesson of the man as he's been. это жизненный урок человека, который предстоит учить всю жизнь по мере его роста. The whole course of this spiritual education И весь курс вашего духовного просвещения is to learn to walk in the Spirit of God. заключается в том, чтобы вы учились ходить, опираясь на водительство And Духа. we must learn and remember the law of this walk И мы должны выучить и помнить закон этого хождения в Духе. is the law of faith. Это закон веры. Faith apart from works, James said, is dead. Иаков говорит нам, что вера без дела мертва. That's absolutely true. Это абсолютно так. But the works of faith are not those of the flesh. Но дела веры, они не плотские. The things of the Spirit are foolishness to the flesh. Потому что все, что духовное, оно всегда является просто глупостью, ничтожеством в глазах естественного. So faith is a law of the walk of that new man. Посему вера есть закон, по которому ходит новый человек. We walk by faith and Мы not by идем sight. по вере, а не по видению, так говорит Писание. We learn Мы учимся. that it is with this new И creation мы понимаем, что вместе с новой тварью, and not the soul that we have to do. вместе с новой тварью мы должны это делать, но не с душой. Religion plays on the soul. Религия, она всегда играет с душой.
with its images, с какими-то образами, какими-то свечками, какими-то its иконами, vestments, какими-то its music. средствами, которые внедряются, And музыка, if еще we're not что-то. careful, Если мы не we осторожны, slip into the то мы same thing. можем сползти в подобное. We try to work this out И когда мы пытаемся что-то как-то подработать, through почистить some fleshly means. и в своей церкви, и это происходит через какие-то плотские наши усилия. Singing and music are wonderful tools for us to get into that place where we can hear. Не поймите меня превратно, музыка и пение — это замечательные средства, которые помогают нам войти в присутствие Божие. But the world's also known that. Но мир также это знает. It is through music that these rock groups have Потому что, destroyed the посмотрите, generation. именно через музыку, вот это, через рок-музыку, новое, вот современное поколение уводит столько подростков. Making its appeal to that soulish nature. Потому что музыка, она рассчитана на то, чтобы каким-то образом взбудоражить вот эту душевную сущность в людях. And most religion makes its appeal И there. большинство религиозников, они на это и рассчитывают. This is the whole effort of the prosperity thing. Потому что вот в этом во всем заключается суть того течения, которое называется течение процветания. God does prosper people Конечно, Господь дает процветание in своему the народу, proper sense, но это все в должном as our смысле. soul prospers. Наша душа процветает. But to make that a goal of Christianity Но когда это делается целью христианства, is appeal to the soul, to the greed. то это просто угождение душе, это угождение жадности. I've received letters from preachers, Я получал письма от проповедников, and they said, if you'll give me $100, в которых говорится, если вы мне дадите $100, God will give you то 1,000 back. Бог даст вам 1000 взамен. That's the same kind of a spirit Вот это тот же самый дух, that puts money in a slot machine. который заставляет людей кидать деньги в автомат в игровой. It's appeal to the soul. Это все, что рассчитано, чтобы сыграть на вот этом It's a душевном soul качестве. Это душевный What уровень. a dangerous world that is. Это очень опасный уровень работы. And when we in our religion И когда мы в своей религии, bring God down to serve man, мы начинаем принижать Бога для того, чтобы угодить людям, чтобы We're им deceived. сделать удобно, то мы заблуждаемся. we're created to serve Потому God. что мы сотворены для того, чтобы служить Господу. God doesn't exist for me, I exist for Господь не God. существует для меня, я существую для He's Него. not my servant, I'm Он His. не мой слуга, я Его слуга. And anytime you go Посему out of that, каждый раз, когда я выступаю из-под этого you're playing in the realm основания, of the soul. я начинаю играть на духовном уровне. И я And it начинаю действовать именно там. And it is here that Christianity is deceived. И именно перейдя на душе, вместо духовного на душевный уровень, христианство и обманывается. Stand in that day, look in those hundreds of beautiful Mexican people. Когда вот я стоял в тот день, когда я смотрел на сотни мексиканцев, On their красивых knees. мексиканцев, они стояли на коленях в Weeping. этой церкви, рыдали. I said, who can say there's not some kind of an Я experience? говорю, ну кто вот сюда не зайдет и не скажет, что они испытывают определенное переживание религиозного характера? Who can say they're not sincere people? Кто зайдет и скажет, что они не искренний народ? They're on their knees. Они же на коленях стоят. They're crawling toward that statue, Они на коленях ползут к этой Mary. статуе Марии. and they're saying that rosary. И они вот эти четки перебирают, But it's all a soul work. но это все душевная работа. But I have people who claim to know God Но у меня есть люди, которые заявляют, что знают Бога, tell me that we must leave that alone. и говорят о том, что я должен оставить это в покое и не We must трогать их. accept what's good. Что я должен принимать, что они хоть что-то делают. But there's nothing good Что there там есть какое-то благо. Да нет там никакого because блага. Christ is not there. Потому что Христа там нет. No matter how beautiful it И is, неважно, как это красиво выглядит. it's idolatry. Это It's идолопоклонство. a thing of the soul, Это душевное. and it's the wrong side. И это неправильная сторона. It ends in total failure, Потому что она всегда приведет к неудаче. and it leaves the people И это оставляет людей in a terrible state, в очень печальном положении. and finally lands them in darkness. Потому что в конце концов это ведет людей в тьму навеки. You see, when you deal in that realm of the soul, Понимаете, когда мы начинаем говорить и о душевном, that's a very complex world. то мир там очень запутанный. The power of the soul is a frightening thing. Потому что сила душевного очень велика, и это очень пугает. We're spirit. А мы дух. It is in the spirit Потому что в духе в нас. that new birth takes Именно place. в духе произошло наше новое рождение. And we must keep things И there посему мы должны очень беречь это и хранить все там. to avoid this Для deception того, чтобы избежать всякого заблуждения. that is so prevalent
Потому что мы должны сохранить именно преимущество Духа в нас. You see, as you travel the world, А заблуждений повсюду настолько много. И когда я путешествую по миру, когда вот приедешь в старые города, города, которые достаточно долго уже существуют, и обычно берут и проводят по экскурсии по городской. И очень часто в таких турне по городу всегда будет то, что называется церкви. Придешь в храмы, тебя заводят в какие-то соборы кафедральные, которые там сотни лет стоят. Заводят тебя туда, чтобы ты посмотрел на все это. Я однажды был в Будапеште. И вот закончились наши все встречи. Мы там 2 недели были. И у нас остался 1 день. И Будапешт всегда был одним из тех городов, которые мне хотелось бы посетить. And so he was giving us a tour. И вот нам предложили экскурсию. And he took us into this old Catholic church. И нас привели в старую католическую церковь. You could not breathe for the candles burning. Там дышать было невозможно, потому что там эти свечи все прогорали. The smoke is dark in the ceiling. Дымина, там такой смрад стоит. Потолок весь прокопченный, там сплошная депрессия. But the atmosphere И атмосфера вот эта, created a feeling of uneasiness. она создавала такое чувство неудобства во мне, And of all the places in the world, что из всех, наверное, мест на белом for me свете, to run into a woman from Beaumont, Texas. представляете, я там встречаюсь с женщиной из своего города. I heard my name called. Я My wife and I were услышала, standing. мы с женой стоим, и тут я слышу, кто-то окликает меня. Pastor Klendеннен. Говорит, пастор Кленденнен. And here's a woman from Я my думаю, да home. надо же, из моего города. She watched us on television. А женщина, которая в нашем городе живет, она видела нас по She телевизору. knew us, we didn't know her. Она знала нас, мы ее, естественно, не She знаем. was a charismatic. Она была такого харизматического And she направления. said, И она говорит, don't you feel God here? разве вы не чувствуете Господа здесь? I said, no, I don't feel Я God. говорю, нет, не чувствую. I feel the opposite. Я чувствую что-то совершенно противоположное в There's этом a месте. spooky spirit. Потому что здесь какой-то дух привидения. But you see, it done something to the human Но spirit. понимаете, вот что-то это делает с человеческим And if духом. you don't know И God, если вы Господа не знаете, you mistake that mystic spirit то вот этот дух мистицизма можно взять as being from и God. сказать, ох, это Господь. I've watched religion take the symbols of the book of Revelation. И я очень часто наблюдал, как вот религия берет символы, которые употребляются очень часто, в особенности в книге Откровения. And create a world of И fantasy. как они создают там мир сплошных фантазий и мистики вокруг всех этих символов и откровений. They could create an atmosphere И вот все это нагнетает атмосферу, in which the soul was charged. что атмосфера настолько заряжена. And because of these deep И feelings, вот из-за этих всяких глубоких чувств, которые возникают в таких they really believe that ситуациях, God was there. на самом деле начинаешь думать, что Господь If you там. go by what you feel, Потому что если мы идем, опираясь на свои чувства, the devil's going to have a field day with you. тогда дьявол однажды будет очень весело But с if you're вами. governed by the Word of Но God, если вы руководствуетесь Словом Божьим, you're certainly going to have a lot of wonderful тогда, feelings. естественно, у вас будет однажды будет очень много замечательных But чувств. you'll know that they come from the presence of God. Но вы будете знать, что все это исходит из присутствия Божьего, когда вы придете к Нему. My son and I had connected mission stations in Africa with computers. Мы с моим сыном осуществляли связь с миссионерами, которые работают в Африке через компьютер. He's a very brilliant man in those things. И он у меня очень сообразительный, что касается компьютеров. I bought him and he took time out of his business И я ему приобрел все необходимое, и он взял определенную долю своего времени в работе to install those computers with modems, для того, чтобы инсталлировать модемы во все Connecting the компьютеры, для stations. того, чтобы все подсоединить и все сделать. information could be Для transferred. того, чтобы информация могла свободно переходить, чтобы все нас миссионеры были And we связаны. gave them all at that time desktop printing. И мы отдавали все вот это, настольные компьютеры в то время. And I have 2 people that work for IBM in the church. У меня было 2 людей, которые работали для IBM в церкви. And they went out there with me on one occasion into Africa И они поехали однажды со мной в Африку туда, to teach the people how to operate чтобы that научить desktop. людей, как работать за компьютерами, которые мы их привезли, чтобы они поддерживали связь с миром. We так left out скажем. of Houston, Texas, Мы выехали из Хьюстона, из one of the most Техаса. wicked cities on this earth. И Хьюстон, это, наверное, один из самых мерзких городов на лице земли. And we flew into Togo, Мы прилетели в город Того, into Lomé. в Ломе.
And when we got out И вот мы когда вышли off the airplane and went с in, самолета, мы проходим, while we're there waiting to go through customs, пока мы ждем, чтобы пройти через таможенный it's a контроль. different world, Но мир совсем другой. but a wonderful Ну, place. такое замечательное But as местечко. we stood there, Стоим мы. that woman said to me, Вдруг женщина говорит мне: don't you feel the devil here? чувствуешь дьявола здесь? I said, not near as much as I did in Houston. Я говорю: да нисколько не меньше, чем в Хьюстоне. But in her imagination, Но вот в ее воображении she had connected a lot of things with Africa у нее столько вот было намышленно всякого об Африке, and conjured up in that что soul когда она все связала, то, что она думала об Африке, потом это как себе напридумывала feelings that weren't real at all. и связала с этим чувство, которое абсолютно не обосновано. Religion does that. Религия всегда делает That's a это. deception of religion Это заблуждение религии, when it moves from the realm of the spirit потому что она всегда переходит из области духовного and makes its appeal to the soul. и делает все в расчете на душевное, It is total deception. потому что щекотит душу, и в этом и заключается заблуждение. Let us stand. Давайте встанем. Hallelujah. 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 Аллилуйя. Let's worship Him. Давайте поклоняться Ему.